друзья! Всем привет! Приветствую всех подписчиков моего канала и не подписчиков тоже приветствую. Сегодня я хочу показать вам рецепт приготовления свиных колбасок. Свиные колбаски варено-копченые полусухие. Вот такой вот домашний вариант колбасок к пиву вы можете приготовить у себя на кухне своими руками и получить невероятное удовольствие. Колбаски получаются великолепные по этому рецепту. Итак, давайте начнем готовить. Итак, колбаски полусухие я буду делать. Значит, свинина. У меня тут была в остатке свиная грудинка, такая нежирная, примерно с содержанием жира 35-40, наверное, процентов. Здесь у меня фарш полкилограмма. Это фарш свиная лопатка, пропущенная через решетку 5 миллиметров. Вот, в общем, в целом 1,5 килограмма и полкило, 2 килограмма у меня будет мясного сырья. Значит, посолочная смесь. Я взял 2% соли, значит, пополам нитритная соль с содержанием нитрита натрия 0,6% и обычная поваренная соль. Сахар 1 грамм вот, на килограмм, аскорбат полграмма на килограмм, фосфат пищевой 2,5 грамма для удержания влаги, потому что я буду добавлять воду. Вода у меня будет 10% от веса мяса, 200 мл. Ну и состав специй. Здесь набор для охотничьих колбасок. Состав этих специй я укажу в описании под этим видео. Мясо я слегка подморозил. И примерно 50% я перекручу на решетки с диаметром отверстия 5 миллиметров. Затем я поменяю насадку для мясорубки, и оставшееся мясо, грудинку, я перекручу на решетке с диаметром отверстия 10 миллиметров. Я хочу получить такие две разные фракции. Вот такой у меня получился в результате колбасный фарш. Сейчас я буду вносить специи и буду вымешивать, добавляя при этом ледяную воду. Этот колбасный фарш, его немного, я буду вымешивать руками. Хотя я обычно использую планетарный миксер, то есть домашний тестомес. Но здесь у меня небольшая порция, поэтому я думаю, что я на ускоренном режиме справлюсь успешно с этой задачей. Воду я вношу из расчета 10% от веса мяса. Вода нужна именно ледяная, для того, чтобы в процессе перемешивания температура фарша не превышала 6-8 градусов плюс. Вот такой консистенции получается фарш. Липкая однородная масса, вот эти вот белковые белые нити, которые образуют каркас колбасы. Его бы сейчас на шампур и пожарить люля-кебаб. Вот контроль температуры 10 градусов, меня это вполне устраивает. Теперь я набиваю колбасную оболочку. Натуральной черевы такого диаметра у меня не оказалось. Я взял коллагеновую натуральную оболочку съедобную, диаметр 23 миллиметра. И вот таким образом я неплотно набиваю через колбасный шприц, у меня вертикальный 5-литровый, набиваю эту колбасную оболочку. Если у вас нет колбасного шприца, ничего страшного, эту процедуру вы можете сделать на обычной домашней мясорубке с колбасной насадкой. Эта коллагеновая натуральная оболочка очень хорошего качества. Она удобна в работе, не требует
никаких дополнительных манипуляций там замачиванием. Она пропитана маслом, вполне эластичная, хорошо держит температуру. Я думаю, что колбаски в этой оболочке будут вполне достойными. Закончив набивку, мы вот таким образом перевязали колбаски. Процесс этот увлекательный, очень быстренько это все можно сделать, тем более у меня были прекрасные помощники. Где-то минут 30-40, наверное, мы набивали колбасную оболочку, перевязывали. За это время колбаска отеплилась, и в принципе она готова к тепловой обработке. Вот таким образом я упаковал колбаски в вакуумные пакеты и буду проводить тепловую обработку методом су-вид. Режим я выбрал для этого изделия 70 градусов 90 минут. Колбаски тонкие, этого вполне достаточно, чтобы они прошли тепловую обработку и были готовы. После завершения обработки в су-вид я поместил колбаски в холодную проточную воду для того, чтобы быстро сбросить температуру с 70 градусов до 24-26 и отправил колбаски на стабилизацию в холодильник на 12 часов. И после этого колбаски у меня прошли холодное копчение. 12 часов они у меня пролежали в холодильнике на стабилизации, потом я их подсушил пару часов при комнатной температуре и отправил на холодный дым при температуре 28 градусов, коптил обычным ленточным дымогенератором улиткой, а пилка у меня Альха. Смотрите, какой прекрасный цвет аппетитный получили эти колбаски. После копчения практически 2 суток у меня эти колбаски подсушивались в проветриваемом помещении. Температура сейчас очень жарко, 29-30 градусов. Они потеряли примерно 15% веса. И после этого я их упаковал в вакуум, чтобы разошлась влага, ушел закал. И вот в таком виде я получил готовое изделие. В вакууме колбаски провели 3 суток. Ну и теперь пришло время их попробовать. Конечно, 3 суток в вакууме сделали свое дело. Колбаски стали более эластичными, ушла вот эта вот легкая корочка после обсушки. И давайте посмотрим на результат. Прекрасно, закала нет. Вот такие настоящие свиные, варено-копченые, полусухие колбаски к пиву. Ну и, конечно, нужно попробовать. Что я вам хочу сказать, друзья? Аромат невероятный. Прекрасно раскрылись специи. Колбаска вкусная. Легко жуется. Получилась идеальная закуска к пиву. Дорогие друзья, если вам понравился этот рецепт, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь на фудкорте, будет много вкусного и интересного.